Death Stranding — это гениальное произведение. Когда я включаю плейлист из игры, то будто бы я перемещаюсь в другую реальность. Однако именно в Death Stranding есть тонкое неуловимое чувство, будто бы этот мир находится за стеной. Будто бы ты пытаешься дотронуться, пощупать, потрогать, прочувствовать его, но он так далеко и так безжалостен к тебе и к твоим чувствам, и от такого ощущения становится не по себе. В отличие от других проектов, которые я могу прочувствовать каждой клеточкой своего тела, здесь же я не чувствую ничего. Я могу лишь созерцать и пытаться отследить историю и взаимоотношения персонажей, однако я никак не могу уловить суть, которая каждый раз ускользает от меня. Это похоже на поимку снитча, когда Гарри Поттер был на волоске от маленького крылатого шарика, и он снова ускользал. Только здесь ты ускользаешь от истории и чувствуешь себя призраком или же береговой тварью, абсолютно потерянным и стертым с этого мира. Бесцельным существом, пытающимся проникнуть в этот мир и прочувствовать его. Death Stranding кормит тебя атмосферой. Все становится размытым в твоей голове и загадочным. С каждой загадкой ты будто бы открываешь что-то новое для себя, и будто бы мир становится еще более ясным. Однако чувство купола тебя не покидает никогда. Сколько бы я ни проходила сама, смотрела игрофильмы и пыталась хоть как-то понять, что здесь происходит, это невозможно. И в этой невозможности Death Stranding становится еще более желанным. Когда ты разговариваешь с людьми и проходишь квесты, то у тебя нет абсолютно никаких противоречий или недосказанности. Однако, как только ты входишь в открытый мир и пытаешься понять его, твое тело замирает, и тебе нравится пребывать в состоянии спутанного ума. Ты сам хочешь, чтобы эта тайна не кончалась никогда, ведь ты будто находишься между мирами. Такой близкий и такой далекий Death Stranding затрагивает несколько интересных моментов, однако для меня самым душераздирающим стал момент, когда Мадс уже умирает около кровати с ребенком на руках и отдает этого ребенка Сэму. Смотреть на это было очень и очень тяжело. First of March, it's clear to me there's something that's uncomforting. Your body has a way with me, but I'm exactly where I wanna be. But I'm a long way from home. Я никак не импонирую главному герою, я бы даже сказала, что мне абсолютно все равно на всех персонажей, однако их взаимодействие друг с другом не дает мне покоя. Именно вкупе со всеми героями ты начинаешь понимать, что именно здесь происходит. Дополнительные задания и сюжетные переходы позволили мне лучше узнать не только Сэма, а то, во что превратился нынешний мир. Все, что мы видим, это лишь верхушка айсберга, ведь многие жители существуют под землей несколько десятилетий. Это история не одного героя и даже не двух. Все существа и люди связаны, и ты понимаешь, что не можешь кем-то пренебречь, и именно в соединении всех живых существ и кроется спасение. Однако я не говорю про то спасение, о котором говорила Амелия. Женщина в красном, которую ты никогда не видел, которая всегда была с тобой и вела тебя. Еще одно произведение искусства, в котором нет четко проведенной линии добра и зла, хотя каким-то героям ты больше симпатизируешь или наоборот, хотим, чтобы они поскорее ушли в мир иной. Но несмотря на такие чуть уловимые ощущения, хочется узнать точку зрения каждого, посмотреть на его мотивы, и в данном случае Сэм является лишь проводником, курьером между нашим сознанием и взаимодействием с игрой. Каждый раз, проходя квесты где-либо, мы с вами всегда видим персонажей от лица главного героя. Их реакции, речи, жесты, с помощью их активности мы можем узнать их только с одной стороны, с той, которой их видит сам герой. Сэм в данном случае своей скованностью и короткими диалогами позволял другим персонажам открывать свое сердце, и мы слушали, мы очень много слушали.
эти истории. Истории про любовь, боль, потерю и воссоединение. Истории про несбывшиеся ожидания, про мечты и про цели. Историю про нас, про наше прошлое и про наше будущее. Историю про милосердие. Сама история не то чтобы запутана, она нестандартна. В самом Death Stranding очень много информации про мир, но я никак не могу эту информацию принять. Особенно, когда включается музыка, которая погружает тебя в легкий сон, и ты наслаждаешься атмосферой, то до того самого мира и его глубокого анализа тебе уже дела нет. Death Stranding действительно про визуал, и это неплохо. Это отлично, потрясающе, невероятно, сказочно, божественно и прекрасно. В какой-то момент ты чувствуешь одиночество в таком пустом и огромном мире, и тебе кажется, будто кроме тебя никого нет. Твое одиночество, которое ты проносишь с собой всю игру, делает тебя еще более сильным. И ты уже не хочешь, чтобы кто-то был рядом и разделял твою боль. Ты чувствуешь себя каким-то особенным, со своим одиночеством, и при этом, помогая другим, ты будто бы чуть приоткрываешь эту тайну эмоций людей. Хидео заглядывает в самые тайные уголки твоего сердца и демонстрирует тебе оголенные чувства другого человека. Он показывает, что мир может быть разным. Ведь мы с вами создаем наш собственный мир, и именно Хидео смог так четко передать одиночество. Когда ты совсем один в огромном, пустом мире, простирающемся далеко-далеко за горизонт, ты один. И в этом одиночестве ты сможешь найти покой. Социум дает тебе чувство защищенности, но отнимает самое важное – выстроенную самим тобой внутреннюю безопасность. Социум даст тебе возможность забыться и будто бы сделать вид, что никаких проблем у тебя нет. А здесь, наедине с природой, ты предстаешь именно таким, какой ты есть. Sweaty clothes, the routine that I've learned to understand and know. Со своими страхами, со своей болью, со своей утратой и со своей радостью. Ты можешь отдать природе все свои эмоции или же просто наблюдать, как этот мир видоизменяется, как на смену старому приходит новое, как мир, в отличие от человека, может выдержать почти все, что в нем происходит, и как под гнетом взрывов он снова возродится, в отличие от человека, которого можно легко сломать. Death Stranding не уникален в своей философии, он уникален своим визуалом и то, как именно Хидео смог нам его преподнести. Сколько сделано мелких деталей, которые мы не видим сознательно, а считываем бессознательно. Сколько же неуловимых взглядов и интонаций мы поглощали, пока проходили Death Stranding. Конечно, игра входит в мой личный топ самых драматичных игр всей моей истории, и таких проектов очень и очень мало. Однако именно они заставляют меня включать какие-то части моего головного мозга, и с помощью них я могу проживать не только разные жизни, а также узнавать людей чуть лучше.